Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Четвертая, заключительная серия про электрику в моем проекте «Ремонт новостройки от А до Я». Для тех, кто не видел три предыдущие, ссылка будет в закрепленном комментарии и в описании к видео. Сразу хочу ответить на два популярных вопроса из комментариев прошлого видео. Первый вопрос: почему я не завожу шумоизоляцию на стену? Ведь стяжка будет соприкасаться со стеной, передаваться звук. Если честно, я думал, что такого вопроса не возникнет, потому что тут просто логический ответ. У меня на стенах нету штукатурки. После того, как я сделаю штукатурку, соответственно, я из этого же материала сделаю демпферную ленту и приклею по периметру. И стяжка никоим образом не будет соприкасаться со стенами, то есть, соответственно, не будет передаваться звук. Вообще, на стройке всегда надо мыслить логически. Второй вопрос – это по поводу того, что я прокладываю кабели возле стояков горячего и холодного водоснабжения. Я специально нашел пункт из ПУЭ, и сейчас я его вам зачитаю. Зачитаю для тех, кто писал эти комментарии. Прокладка кабеля регламентируется правилами устройства электроустановок ПУЭ. Пункт 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм. Трубопроводов с горячими и легковоспламеняющимися жидкостями и газами не менее 400. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры, либо должны иметь соответствующее исполнение. У меня здесь расстояние 200-300 мм. Плюс ко всему трубы защищены теплоизоляцией, то есть они не греют. Поэтому у меня все сделано четко по ПУЭ. В предыдущих сериях продолжаем дальнейшую работу. Для того, чтобы спаять оптоволокно, вызвал специалиста по объявлению. Эта услуга стоит 35 белорусских рублей, включая кабель. Предложений много. Утром позвонил, вечером пришел уже человек. Вся работа делается 20 минут. Для соединения оптики требуется специальный аппарат. Даже если вы сами хотите сделать эту работу, без оборудования у вас не получится. С оптоволоконным кабелем нужно обращаться осторожно, его нельзя заламывать. После того, как спаяли оптику, можно закладывать кабель в штрабу и вести к щитку. С левой стороны идет витая пара и оптоволокно в щиток слаботочки. По максимуму использовали штрабу от застройщика, поэтому тут все так коряво. Для того, чтобы не штробить новую. Теперь можно собирать щиток. Предварительно Олег раскладывает автоматы в таком порядке, как они будут стоять в щитке. Количество и номинал автоматов выбирается по количеству приборов и, соответственно, по мощности потребителей. Вообще, если по-простому, то на каждый мощный силовой прибор должен быть отдельный диф-автомат. К ним относятся электрическая варочная поверхность, электрическая духовка, стиральная машина, сушильная машина, бойлер. Также на отдельный автомат запитываются розетки комнат. Щиток будет собираться из автоматов ЕКФ, Аверес и Проксима. Вот, собственно говоря, все, что будет стоять. Работа ответственная и кропотливая. Обычно я сам щит не собираю. Зову на помощь электрика. Хотя, в принципе, понимаю всю архитектуру устройства щита, если он, конечно, не очень сложный.
Но в моем случае было проще вызвать на помощь электрика. Тем более, что он еще помог мне с прокладкой кабеля. Перед тем, как кабели заводить в щиток, они подписывались, на какие потребители они идут. По этим записям Олег подсоединяет кабели к DIF-автоматам. Автоматы между собой соединены гребенками. Не знаю, как она правильно называется, соединительная шина. В магазине, кстати, тоже не знают. Я спрашивал. И многожильный кабель шестерка с наконечником НШВИ. Вот это вот со старого щитка от застройщика. И вот такие тоже двойные наконечники использовали. У нас шестерка. Вот такие. Снизу к автоматам подсоединяются провода от потребителей, силовых приборов, розеток комнат, а также света. Щиток с большего собран. Теперь нужно перетянуть из подъезда вводной кабель. Вводной кабель многожильный, сечение 10, покупался по одному проводу. Точно такой же кабель проложен и от застройщика. Для тех, кому интересно, вот его маркировка. Покупал на рынке. Вот мой вводной автомат в подъезде. Сейчас нужно отсоединить провод и попытаться перетянуть. Если честно, качество работы от застройщика не совсем хорошее. Бывает, конечно, совсем печально, это еще терпимо. Где-то есть наконечники НШВИ, где-то нету. Провода натянуты. Мне не очень повезло. Именно в мою квартиру вводные провода скручены из ленты и проложены в гофре. Соответственно, перетянуть их будет сложнее. Олег отсоединяет провода. Теперь нужно протянуть новые из квартиры. Для надежной перетяжки старый провод и новый спаиваются между собой. Спаянное соединение очень крепкое. Проверяли на разрыв. Растягивали кабель. Думаю, что сил разорвать его нам бы не хватило. Очень важно, чтобы кабель не порвался во время протяжки, так как он просто застрянет посреди гофры и ничем его уже не протянешь. Тянем аккуратно, не рывками. Туда-сюда. Идет очень плохо. В какой-то момент я даже подумал, что придется соединять кабели муфтой. Операция прошла успешно. Затем все подсоединяется назад и заводится кабель в щиток. После того, как подвели к щитку вводной кабель, продолжается дальнейшая сборка и подсоединение щитка к сети. Щиток полностью готов. Что находится в щитке слаботочки? Во-первых, сюда приходит оптоволокно из общего коридора и витая пара тоже из общего коридора. Оптоволокно — это Белтелеком, государственная организация, витая пара — это частный провайдер. То есть какой интернет будет работать лучше, соответственно, такой я и оставлю. 6 витых пар расходятся по квартире, 3 на 3 телевизора. То есть телевизор используется не в качестве телевизора, а в качестве просмотра интернета, то есть YouTube и подобных сервисов. 3 другие витые пары расходятся по рабочим местам, где стоят компьютеры. 2 в квартире и 1 витая пара на балкон, на всякий случай, если я решу поставить летом, допустим, компьютер для работы на балконе. Так как щиток металлический, есть вероятность такая, что если я сюда поставлю модем, который раздает Wi-Fi, он будет плохо расходиться по квартире, то есть будут помехи. Поэтому 1 витая пара выводится на потолки, через потолок в такое место, где будет стоять маршрутизатор, который будет раздавать Wi-Fi на всю квартиру. Маршрутизатор будет стоять в таком месте, чтобы сигнал попадал во все уголки квартиры. И плюс еще в щиток слаботочки, конечно же, приходит 220, чтобы здесь можно было сделать розетки дополнительно. Пока что здесь беспорядок. Все будет приводиться в порядок, когда будет устанавливаться модем. Соответственно, будут обжиматься все кабели и все соединяться.
А сейчас пока остается все в таком виде фактически до конца ремонта. Главное очень аккуратно обращаться с оптоволокном. С правой стороны собраны все силовые кабели, а также вводной кабель в щиток. Эта стена будет полностью заштукатурена. Здесь у нас получились две распаечные коробки внешние. Эта стена будет заштукатурена, и распаечные коробки будут, скорее всего, вот за подлицо будет штукатурка. Одна распаечная коробка — это розетки рабочей зоны, фартука. Вторая распаечная коробка — это розетки кухни. Метод коммутации проводов между собой — это скрутки с последующей пайкой и изоляцией при помощи клеевой термоусадки. Споры по поводу, какое соединение лучше или хуже, можно вести бесконечно. Знаю, что в комментариях напишут, что лучше опрессовка или сварка. Мой электрик работает со скрутками и пайкой. Проблем никогда не возникает. Мое мнение такое: если все сделано правильно, то все виды коммутации, разрешенные по ПУЭ, рабочие. Термоусадка нагревается при помощи обычной газовой горелки. Точно таким же способом делались распаечные коробки под цвет в комнатах. Таких распаечных коробок получилось 3, и впоследствии они будут заштукатурены. Вся остальная коммутация будет производиться в подрозетниках. Это уже будет делаться после того, как мы заштукатурим стены и установим подрозетники. Это будет не цепь, не шлейф, а просто микро распаечная коробка. Там будет скрутка и спайка. Таким образом, у меня будет доступ ко всем распаечным коробкам. Я снимаю розетку, соответственно, могу произвести необходимый ремонт распаечной коробки, если возникнет такая необходимость. А так, по сути дела, на полу распаечных коробок нет. Все распаечные коробки в подрозетниках и, соответственно, две внешние под электрическим щитком. А теперь непосредственно по щитку, по группам, на которые мы разбили все помещения. Первый автомат — это ввод. Вводной кабель, который идет из щитка в коридоре, приходит именно сюда. Это двухполюсной автомат. Все автоматы EKF, серия Averys и Proxima. На серию Averys гарантия 10 лет, на Proxima гарантия 7 лет. Я вообще хотел взять все Averys, но в том магазине частично были Averys, частично Proxima. Поэтому купил и то, и другое. Следующее — это реле контроля напряжения. Для чего оно нужно? Если напряжение скачет, то, соответственно, оно защищает всю бытовую технику, которая есть в доме. Если оно повышается сверх допустимого предела, вот сейчас здесь 236 вольт. Вилка установлена от 200 до 250. Ее можно подкорректировать в любой момент. Если напряжение скаканет выше, то, соответственно, автоматически реле выключает щиток. Снизу это амперы. То есть вот сейчас все напряжение в квартире потребляет 1,8, сила тока 1,8 ампера. Если я сейчас включу чайник, сейчас я его включу, посмотрите, что будет, то оно, скорее всего, скаканет там до 9. Вот я включил чайник, соответственно, сила тока сразу увеличилась до 9,4 ампера. Пойду выключу, мешает по звуку. Видите, выключил опять 1,8 ампера. Очень, кстати, удобно. Вы можете понимать, какая сила тока у вас получается в совокупности при работе всех бытовых приборов. Максимально. Дальше. Это автомат вводное включение всей квартиры.
Объясню, почему так сделано, потому что у меня есть здесь невыключаемая группа. Вот следующий автомат, 16-й diff-автомат, это невыключаемая группа, в которую входит холодильник и модем. То есть если я выключаю вот этот автомат, то у меня выключается все, кроме вот этой группы невыключаемой. То есть, соответственно, куда-то уезжаю, выключаю, остается только холодильник и модем. Модем нужен для того, чтобы контролировать, чтобы был интернет, чтобы те приборы, которые будут умные, скажем так, элементы умного дома, чтобы они могли отсылать информацию в облако, чтобы я мог видеть, что происходит в квартире и контролировать все, там, систему протечки воды, ну все, короче, все, что здесь будет из системы элементов умного дома. Дальше. Это 25-й автомат. Варочная поверхность. Если бы у меня варочная поверхность будет индукционная, она потребляет где-то 5 киловатт, 4,5-5,5. Если бы она у меня была обычная, то автомат надо было ставить мощнее. Сразу, в кабель на варочную поверхность мы прокладывали 4, 3 на 4. Опять же, если бы электрическая варочная поверхность была обычная, не индукционная, которая потребляет 8 киловатт, то, соответственно, кабель надо было бы прокладывать уже 6. Да, я вот здесь вот это все подписал, это все временно, пока я на принтере не напечатаю красиво. А так я просто написал, чтобы не гадать, чтобы не путаться. Дальше отдельный автомат, 16-й, на духовой шкаф. Спускаемся в средний ряд. Здесь отдельно на автомате висят все розетки рабочей зоны столешницы. Для чего это сделано? Потому что на фартуке, вот где рабочая зона, там могут включаться мощные бытовые приборы, например, чайник. Чайник 2 киловатта. Также это может быть какой-то тостер, также это может быть какой-то гриль, ну все что угодно. Поэтому я отдельно сделал все розетки рабочей зоны на отдельный фартук. На отдельный автомат, все рабочие розетки фартука. Дальше идет автомат розетки кухни. Туда входят микроволновка, экструдер, в общем, все розетки кухни, которые есть, они сюда входят. Дальше отдельный diff-автомат на стиральную машину, отдельный diff-автомат на сушильную машину, отдельный diff-автомат на бойлер и отдельный diff-автомат на весь теплый пол, который будет в квартире. Идем дальше. Снизу отдельный diff-автомат на кондиционер. Здесь отдельный diff-автомат на розетки комнаты и отдельный diff-автомат, комната-балкон и отдельный diff-автомат на розетки маленькой комнаты. Дальше у зона 25 ампер и 3 автомата, это группы света. Большая комната коридор, большая комната балкон, кухня коридор и санузел маленькая комната. То есть свет разбит на 3 группы. То есть я могу по отдельности отключать и, допустим, там устанавливать светильники. Ну вот, в принципе, и все. Щиток на 36 модулей. После ремонта вот эту пленку я сниму, это выглядеть будет вот так. В сухих помещениях мы ставим diff-автоматы с током срабатывания 30 мА. Во влажных с током срабатывания 10 мА. Он, получается, быстрее срабатывает. Сразу хочу сказать, если вы в электрике вообще не шарите, то сборку щитка лучше доверить электрику. Проложить, проштробить это все можно самостоятельно, а вот сборку щитка лучше доверить электрику. На тех стенах, где нету штукатурки, подрозетники не устанавливаются. Кабели просто изолируются и скручиваются, складываются в отверстие для подрозетника. Обязательно нужно изолировать, потому что потом будут мокрые работы, штукатурка, и чтобы тут ничего не замкнуло. Еще не дай бог, чтобы током не ударило, самое главное. Перед штукатурными работами кабель нужно спрятать во всех подрозетниках. Как вариант, для фиксации кабеля в стробе можно использовать куски гофры. Тогда не нужно сверлить отверстие под дюбель хомуты.
Здесь штукатурка от застройщика, она остается, поэтому на примере этого подрозетника я покажу, как правильно ставить подрозетники. Вообще, все подрозетники я буду ставить после штукатурки, там я более подробно это все расскажу и покажу различные способы. А сейчас я покажу способ, которым я пользуюсь постоянно. Во-первых, отверстия и штроба должны быть предварительно загрунтованы, я это делал уже. Здесь 3 кабеля, коммутация будет в подрозетнике. Основная проблема с установкой подрозетников возникает, когда пытаются устанавливать подрозетник вместе с кабелями. Кабели в подрозетник. И вот с таким вот шлейфом проводов пытаются ровно установить подрозетник. Ровно никогда в жизни у вас не получится. Почему? Потому что кабели будут подрозетник смещать. Сюда, туда, в любую сторону. Так ровно не получится. Что нужно сделать? Во-первых, вытаскиваем кабели. Сначала мы устанавливаем подрозетник, вмазываем. После того, как он схватится, уже просовываем кабели. Тогда вы кабели можете засовывать как угодно, и подрозетник будет стоять намертво. Для этих целей очень удобно использовать узкий шпатель. Подрозетники устанавливаются на гипсовую штукатурку или клей для гипсокартона. В идеале, конечно, для красоты, если у вас серая стена, использовать серую штукатурку, но у меня в наличии только такая белого цвета, поэтому на красоту забиваем. Наносим штукатурку в отверстие. Не слишком много, потому что потом вы, когда будете засовывать подрозетник, будет много вылазить. Штукатурка наносится на заднюю часть подрозетника, и сбоку где-то, чтобы она сцепилась со стеной. И устанавливается подрозетник. Вот эти вот линии, которые я чертил во время разметки, я не зря делал такие длинные, чтобы по ним можно было ориентироваться. То есть, в принципе, можно даже обойтись без уровня. Я вот по линиям уже вижу, что он стоит ровно. Но на всякий случай мы берем уровень и перепроверяем. Подрозетник должен быть заподлицо со стеной и стоять по уровню. Если где-то там плюс-минус миллиметр-два, это не страшно. Почему? Потому что миллиметр можно подрегулировать на розетке, даже 2. Ну вот, в принципе, все стоит. Теперь надо подождать, покуда штукатурка схватится. И после этого уже просовывать туда кабель. Вообще в идеале это делать на следующий день. Вот пример исполнения мини-распаечной коробки в подрозетнике. Подрозетник глубокий. Сделаны скрутки и скрутки спаяны. Я, конечно, хотел все это сделать на камеру, но Олег это сделал без меня. И отдельно к розетке идут вот 3 отростка. Фаза, 0 и земля. Сейчас наденем термоусадку, спрячем все в подрозетнике. Я покажу, что без вопросов становится розетка, и к этому соединению есть доступ. Ставить будет Олег. Скрутки были запаяны, и сейчас Олег надевает термоусадку клеевую. Клеевая термоусадка, она полностью обволакивает соединение после нагрева. Можно использовать промышленный фен или горелку, вот как в нашем случае.
В какой-то степени с горелкой даже проще, но надо быть осторожным, чтобы не спалить провода, гофру, ну и все, что вокруг. Термоусадка зажимается перчатками. Если без перчаток, то обожжете руки. Олег, сколько еще туда скруток влезет? То есть 6 влезет без вопросов. У нас, наверное, максимально получается 3. Может 4. Главное правило любого соединения и коммутации, чтобы после вас мог кто-то прийти, достать это и переделать. То есть поэтому оставляется соответствующая длина проводов. Устанавливаем обычную стандартную розетку EKF Valencia, которая здесь будет стоять. Получается, что розетки подсоединены не шлейфом, а в подрозетнике мини-распаечная коробка. В принципе, это то же самое, что делать распаечную коробку на потолке, просто такое вот исполнение. И PUE это допускает, то есть так можно делать по правилам. А что касается соединений, как я уже говорил, любое соединение, если оно сделано правильно, оно будет работать. Мы раскручивали скрутки, сделанные 40 лет назад в домах, и все работало, и ничего не было. Даже алюминиевые провода были. Кстати, у этих розеток большой ход, то есть можно кривизну здорово выпрямлять. Что бывают розетки, где ход меньше гораздо. В подрозетник может влезть много скруток, но подрозетник должен быть глубокий. Вот здесь вот 3 без вопросов влезло, еще осталось куча места. Сейчас я вам продемонстрировал, что розетка без вопросов становится, причем без напряга. Там 3 скрутки. Смета на материалы и работу. Цены действительны на данный момент. На работу это средняя цена по Минску. Стоимость выключателей и розеток пока не считал, так как их не устанавливал. А теперь переходим к розыгрышу лазерного уровня из второй серии про электрику. Копирую ссылку на видео. Перехожу на сервис Ультрагенератор. Вставляю ссылку и генерирую комментарий победителя. Здесь нет координат, значит этот комментарий в розыгрыше не участвует. Генерируем следующий комментарий. Комментарий от Миколы Рудени. Проверяем условия. Это подписка на мой канал и канал Центра Инструмент. К сожалению, условия не выполнены. Здесь нет никаких подписок. Генерируем следующий комментарий. Артем Стулькивский. Проверяем условия конкурса. У Артема очень много подписок. Есть подписка на мой канал и на канал Центра Инструмент. Поздравляю победителя! Лазерный уровень отправляю Артему Стулькивскому. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик и будете получать уведомления о том, что вышел ролик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!